Друзья, всем привет! Поскольку правила волейбола находятся в открытом доступе, то вряд ли у кого-то из вас возникнут проблемы, чтобы с ними ознакомиться. Но с учетом того, что это достаточно объемный документ, многие попросту ленятся либо прочитать его, либо тщательно вникнуть в его суть. И из-за этого получается так, что большинство любителей знают правила лишь в каком-то поверхностном и упрощенном виде, и когда дело доходит до спорных решений, они начинают апеллировать какими-то непонятными доводами, которые к официальным правилам отношения не имеют. Поэтому в данном ролике я постараюсь вас познакомить с теми пунктами волейбольного свода законов, про которые вы, возможно, и не слышали, либо немного не так их себе представляли, или как-то иначе их интерпретировали. Так что, как обычно, предлагаю больше не тянуть, поехали! Давайте начнем с либеро. В согласии с новыми правилами, которые в России вступили в силу с 1 сентября 2021 года, игроки данной позиции наконец-то могут стать капитаном команды. Так что осталось дождаться, когда либеро разрешат подавать, и тогда вообще красота будет. Ну а так, волейбольным либеро обычно все запрещено. Например, выполнять любые атакующие действия, если мяч в момент удара полностью находится выше верхнего края сетки. Про блок и речи идти также не может. Есть еще одно правило, про которое чаще всего и забывают, что если либеро отдает верхнюю передачу, находясь в пределах трехметровой зоны, то нападающий также не может выполнять атаку по мячу, находящемуся выше верхнего края сетки. Именно поэтому вы можете иногда увидеть, как либеро впрыгивают на переднюю линию, чтобы избежать данную ошибку. Несмотря на то, что либеро на площадке может быть только один, в заявке вполне себе могут оказаться два представителя данного амплуа. И существуют такие команды, где один либеро выходит исключительно на прием подачи, другой появляется для осуществления защитных действий. Ведь кто-то может круто принимать, но плохо защищаться, а кто-то может не довести подачу соперника, но ни один мяч в защите он без своего внимания не оставит. Для этого команды и прибегают к подобным маневрам. Ну и наконец осталось правило исключительной замены и переназначения либеро. Если у вас один или оба ваших либеро по каким-то причинам не способны продолжить игру, будь то травма, болезнь или какие-то дисциплинарные санкции, такие как удаление или дисквалификация, то на это место может быть переназначен любой другой игрок. Как в принципе произошло в матче Суперлиги, когда оба либеро Кузбасса не смогли продолжить игру, и на эту позицию поставили Александра Маркина. Но и бывают обратные ситуации, которые на профуровне вряд ли можно встретить. Допустим, у вас в команде 7 человек, это 6 полевых и 1 либеро, и кто-то из всей этой шестерки получает травму или удаляется. И в этом случае можно воспользоваться исключительной заменой и либеро перевести в ранг обычного полевого игрока, чтобы он мог выйти на переднюю линию. Просто несколько лет назад я про это правило и не знал, и уже был готов смириться с техническим поражением после травмы нашего игрока, но оказалось, что есть еще и исключительная замена. Так, теперь давайте поговорим про действия у сетки. Ну, например, про касание этого разделительного инвентаря. Любое касание сетки между антеннами или же касание самой антенны считается ошибкой. Единственным исключением является тот случай, когда соперник ударил мячом в сетку, и по этой причине он коснулся вас. Вот тогда эта ошибка не считается. Также можно касаться сетки за пределами игровой зоны, то есть можно трогать все, что находится за антеннами, если вы, конечно, не мешаете при этом игре. У новичков еще часто бывают спорные ситуации, когда атакующий игрок забивает мяч, но касается сетки до того, как мяч вышел из игры. Ну, допустим, он попал в защитника, а от защитника мяч уже улетел в аут. И вот все это действие занимало несколько секунд, а нападающий, допустим, не смог удержать равновесие и коснулся сетки. То тогда, несмотря на то, что игрок свою атаку реализовал, очко отдается сопернику. Еще бывает так, что нападающий отправляет мяч далеко в аут, и пока он там летел, блокирующий успел в какой-то момент задеть сетку, ну и соответственно его команда очко проиграла, но это обычно применимо к большим залам. От этого мы плавно перетекаем к заступам, ведь тоже, чем я заканчивал блок про касание сетки, распространяется и на этот пункт. Так что дождитесь, пока мяч точно выйдет из игры, а потом уже заступайте и трогайте сетку, но лучше вообще этого не делать. В правилах про заступ все так же четко прописано, но каждый раз мне задают вопросы, поэтому этот пункт также не стоит оставлять без внимания. Упрощая определение заступа, вы можете практически целиком вывалиться на площадку соперника, лишь бы ваши стопы находились на средней линии, либо над ней. Так что даже проекция стоп, находящаяся над линией, не считается нарушением. Но если хоть одна стопа полностью оказалась на площадке соперника, то это считается заступом. Ну и по поводу того, что можно вывалиться на сторону соперника. Тут нужно учесть один факт, что при этом вы не должны создать помеху своему оппоненту. То есть вы каким-то образом помешали продолжить сопернику розыгрыш, переместиться на блок, дойти до мяча и тому подобное. То это, соответственно, будет считаться ошибкой. Ну а за антеннами вы можете свободно пересекать среднюю линию. Опять же, если вы сопернику не мешаете.
А для чего вообще переходить на сторону соперника за пределами площадки? Ну вот, например, в больших залах не так редко бывают ситуации, когда после приема или защиты мяч от игроков вашей команды перелетает на сторону соперника, но за пределами игрового периметра, так сказать, во внешней площади. И допустим, вы можете до этого мяча успеть, и если вы должным образом переберетесь на сторону соперника, то этот мяч можно также за пределами площади перехода отправить обратно на свою сторону, чтобы ваши товарищи могли перенаправить мяч на сторону соперника уже в надлежащем виде. При этом игроки подающей или атакующей команды не могут препятствовать вам этот мяч сыграть. Если соперник намеренно создал помеху, то очко его команда проиграет. Ну и завершить хотелось бы пунктом, в котором с новыми изменениями в правилах наконец-то появилась ясность. А речь я веду про заслон. Что я только по этому поводу не слышу. Как можно ставить заслон, как нельзя. Допустим, руки там выше головы поднимать нельзя и тому подобное. Итак, что у нас там на этот счет говорят правила? По сути, можно собирать любую преграду, лишь бы это не нарушало расстановку. Ну и ключевой фактор, который появился в новых правилах, обязан быть виден момент удара по мячу во время подачи. Так что при любой силовой подаче или планере в прыжке это правило нарушить практически невозможно. А вот если подающий невысокого роста и при этом выполняет подачу с места, то там да, перекрывать его заслоном запрещено. Вот, наверное, и все, чем бы я хотел с вами в этом видео поделиться. Если у вас есть еще какие-то вопросы касательно правил, то пишите их внизу в комментариях. С удовольствием на них отвечу. Также лайк поставить не забывайте и оставить комментарий. Это очень важный критерий для продвижения роликов. В последнее время как-то тихо стало. Я заскучал по нашим активным беседам. Ну а с вами, как обычно, был Николай Иванов. Любите то, что вы делаете, и все у вас обязательно получится. Скоро увидимся. Пока.